С вами доктор Кострик. Спасибо, что вы с нами на медицинском канале. Работаем для вас, учитываем ваши пожелания в комментариях. Всегда стараюсь максимально быстро отвечать на вопросы. Тема сегодняшней нашей встречи — гипокислотность, симптомы и лечение. Наиболее распространенной формой расстройства пищеварения является избыток желудочной кислоты. Но когда его слишком мало, пищеварение тоже дает сбой. Симптомы гипокислотности и гиперкислотности могут быть схожими. Больные чаще всего жалуются на неприятные симптомы вскоре после еды. Эти симптомы включают чувство переполнения, боль в желудке и его окрестностях, а также ощущение тяжелого камня в желудке. Могут возникнуть вздутие живота, газы. Это связано с затруднительным процессом разложения пищи. Бактерии в пищеварительном тракте питаются частично непереваренной пищей, что приводит к брожению и образованию газов. Изжога и тошнота также могут присутствовать. Это происходит из-за замедлительного расщепления пищи и переноса ее в пищевод, что может вызвать ощущение жжения и дискомфорта в области груди или проблемы с моторикой пищеварительной системы. Может быть диарея или запор. Бывает, что поносы и запоры чередуются. Понос часто бывает продолжительным, что делает больного слабым, а запор бывает настолько сильным, что приходится помогать организму справиться с проблемой. Однако диспепсия — это нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение является лишь симптомом проблемы, связанной с нарушением секреции соляной кислоты. Она присутствует в слишком небольших количествах для полноценного переваривания съеденной пищи. Это так называемая гипокислотность. Диспепсия — это симптом, который пациенты испытывают регулярно. Существуют также симптомы пониженной кислотности, которые становятся видимыми только тогда, когда пониженная кислотность сохраняется в течение длительного времени. К ним относятся пищевая аллергия, дефицит железа, слабые и ломкие ногти и волосы, проблемы с кожей, паразитарные инфекции и нарушение микрофлоры кишечника. Может возникнуть даже анемия или проблемы с нервной системой. Также человек может ощущать металлический или горький привкус во рту. Откуда же берутся эти проблемы? Когда желудок вырабатывает слишком мало пищеварительного сока, пища не может полностью перевариваться так, как должна. Те ингредиенты, которые трудно переварить или которые не были поданы должным образом, недоварены, например, плохо пережеваны, будут обработаны лишь частично для полного использования и усвоения. Отсюда и дефициты. И больше всего от пониженной кислотности, гипокислотности, страдает уровень железа, полученного из трудноперевариваемого мяса. Однако также могут возникнуть нарушения всасывания магния, цинка. Отсюда, помимо прочего, проблемы с ногтями, волосами и кожей. И также проблемы могут быть с кальцием. Также оказывается, что для правильного усвоения витаминов группы В, особенно витамина В12, необходимо соответствующее количество соляной кислоты. А когда возникает проблема с их усвоением, вы также можете страдать анемией, слабостью или расстройствами нервной системы. У вас также может быть худшая устойчивость к инфекциям, потому что у людей с низким содержанием соляной кислоты в желудке витамин С хуже усваивается. Паразитарные инфекции или нарушения кишечной флоры также могут быть результатом слишком низкого уровня кислоты в желудке. Необходимо помнить, что помимо пищеварения соляная кислота является одним из барьеров, препятствующих проникновению патогенных микроорганизмов, попадающих в организм перорально. Она убивает большинство вирусов, бактерий и многие паразитарные цисты.
Если ее слишком мало, она не выполняет свою защитную функцию. В организм попадает недружественная микрофлора и нарушает хрупкий пищеварительный баланс в кишечнике. Нормальная кислотность при свете тела желудка натощак, так называемый pH, составляет 1,5, 2,5. Этот уровень кислотности необходим для правильной обработки пищи. Если желудок вырабатывает слишком много кислоты, то pH может снизиться ниже этой нормы, что может вызвать негативные последствия. С другой стороны, недостаток кислотности также может быть вредным для организма. Проблемы начинают появляться при значениях pH от 3,5, в более тяжелых случаях значение может составлять даже 6,0. К сожалению, данное состояние часто не диагностируется или игнорируется. pH-баланс желудка важна для усвоения питательных веществ и общего здоровья человека. Меньшее количество пищеварительного сока может привести к ряду серьезных нарушений в организме. Соляная кислота необходима для переваривания белков, а также играет важную роль в усвоении минералов. Недостаточная активность желудочного сока может ухудшать переносимость некоторых продуктов, таких как молочные продукты или белок. Пониженная кислотность может предшествовать раку желудка. Также это может быть даже в течение многих лет. Поэтому очень важно контролировать это состояние. Желудочная кислота необходима для усвоения многих лекарств, таких как гормоны щитовидной железы, противогрибковые препараты, кардиологические препараты, средства для лечения ВИЧ и других заболеваний. Когда эти лекарства не всасываются должным образом, то могут возникать побочные эффекты или их эффективность может снижаться. Процессы пищеварения ведут себя аналогично другим процессам в нашем организме. В молодом организме все работает хорошо, но с возрастом все функционирует несколько хуже. Это явление касается и секреции соляной кислоты. Исследования показали, что после 60 лет около 60% людей жалуются на симптомы пониженной кислотности. После 80 лет это число увеличивается до 80%. Пожилые люди страдают от низкой активности пищеварительных соков гораздо чаще, чем молодые. Неизбежный процесс старения организма приводит к снижению производительности клеток, расположенных в слизистой оболочке желудка. Однако проблемы с пониженной кислотностью могут затронуть вас и раньше, если вы страдаете длительной инфекцией той же бактерией Helicobacter pylori, тип бактерий, которые живут в желудке, выделяя фермент, нейтрализирующий желудочную кислоту. Инфекция Helicobacter pylori вызывает гастрит, приводя к снижению выработки желудочной кислоты. Возникает хроническая анемия, нелеченное или рецидивирующее воспаление слизистой оболочки желудка. Бывает и так, что гипокислотность является реакцией организма на длительную, нелеченную, повышенную кислотность или развивается по вине нервной системы. Также к основным факторам риска и причинам низкой кислотности желудка относят ингибиторы протонной помпы. Это лекарства, которые назначают для лечения язвенной болезни, эрозивного гастрита или дуоденита. Также людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью такие лекарства, как омепразол, эзомепразол, пантопразол, они блокируют выработку желудочной кислоты. Они оказывают существенное влияние на снижение секреции желудочного сока, если их принимать, конечно же, неконтролируемо. Дальше аутоиммунный гастрит. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система разрушает
кислотопродуцирующие клетки желудка, называемые париетальными клетками. Это также может привести к дефициту витамина В12 или пернициозной анемии. Атрофический гастрит, повреждение слизистой оболочки желудка, приводит к гибели клеток, которые вырабатывают желудочную кислоту. Алкоголизм – частая причина атрофического гастрита. Заболевание щитовидной железы. Низкая кислотность желудка распространена как при гипотиреозе, так и при гипертиреозе. Следует отметить, что желудочная кислота необходима для всасывания синтетических гормонов щитовидной железы – эльтироксина и эутирокса при заместительной, конечно же, терапии. Операции на органах пищеварения, например, такие операции, как шунтирование желудка, могут привести к уменьшению количества желудочной кислоты, которую он может производить. Лечение рака желудка может повредить слизистую оболочку желудка и ухудшить его функцию. Лечить гипоацидность, к сожалению, непросто, поскольку хотя уменьшить секрецию желудочной кислоты легко, трудно заставить желудок работать интенсивнее. Терапия состоит из двух стратегий. С одной стороны, она предполагает формирование диеты таким образом, чтобы с пищеварением мог справиться даже ленивый желудок. С другой стороны, мы пытаемся стимулировать выработку соляной кислоты в желудке, например, употребляя травяные чаи. Первый шаг — это нужно найти виновников этой проблемы, то есть причины. Это продукты, требующие в процессе пищеварения большего количества желудочного сока. К ним относятся жирная, жареная, густая пища, содержащая большое количество животного белка. Поэтому врачи рекомендуют людям, страдающим гипоацидностью, если недостаточное количество соляной кислоты, нужно употреблять меньше молока и молочных продуктов, тщательно дозировать яйца и употреблять мясо лишь в небольших количествах, около 100 граммов за один прием пищи. Это важно, поскольку процесс переваривания мяса ухудшается при наличии небольшого количества соляной кислоты. А если оно не переваривается, то остается в желудке и ферментируется. Отсюда ощущение переполнения, вздутия живота и появление газов. Мясо рекомендуется выбирать нежное: телятину, птицу, рыбу. Пищу следует отваривать или тушить, тщательно измельчать, желательно в кашицеобразном или жидком состоянии. Это облегчает работу желудка. Второй важный вопрос — это способ употребления пищи. Вы должны долго и тщательно пережевывать каждый кусочек. Принимать пищу следует регулярно в определенное время, тогда желудок начинает выделять кислоту по привычке, в то время, когда вы обычно едите. Питание должно быть небольшим, но частым, желательно 5 раз в день. Также следует забыть о питье до и во время еды. Питье во время еды разбавляет пищеварительные кислоты, еще больше ослабляя их силу, способствует увеличению кислотности желудочного сока овощи и фрукты с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, такие как смородина, цитрусовые, паприка и капуста. В меню полезно включить квашеную капусту, имбирь, тыквенные семечки. Также стоит выпивать стакан лечебной минеральной воды, предпочтительно с хлоридным или хлоридно-карбонатно-натриевым составом перед едой. Это помогает стимулировать желудок. Температура воды должна быть комнатной. Если гипокислотность истощила наш организм микроэлементами и витаминами, стоит восполнять, конечно же, и их. Внимание! Выбрать подходящую добавку вам должен помочь специалист, врач или фармацевт. Также стоит всегда иметь дома травяные чаи, улучшающие и регулирующие пищеварение. Например, чаи с мятой перечной, зверобоем, тимьяном,
горячавкой спарышной, корнем горячавки желтой, цветками бархатцев, травой полыни, анисом или укропом. Их употребление должно войти в привычку. В аптеках также можно купить препарат, содержащий растительные пищеварительные ферменты, например, панкреатин, папаин, липазу, пепсин или бетаин. Они поддержат работу наших собственных ферментов, значительно улучшая пищеварение, особенно переваривание и расщепление самых сложных белков. Главная цель приема лекарств — это увеличить выделение соляной кислоты желудком. Опять же таки для этого применяют стимулирующие препараты. Например, плантаглюцид — средства заместительного типа для восстановления уровня pH, иногда гепатопротекторы. Антибиотики могут быть назначены для борьбы с бактериальной инфекцией, той же Helicobacter pylori, если она является причиной симптомов. Дополнительно пациентам с пониженной кислотностью желудка может быть рекомендовано назначение комплекса витаминов ПП, В1, В9, В12. При обострениях могут быть назначены спазмолитики. Важное значение для профилактики и лечения имеет правильное питание и коррекция образа жизни. А я хочу напомнить вам, что здоровье бесценно и его нужно беречь. Берегите себя и своих близких. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч!